Уважаемый председатель Си Цзиньпинь, дорогие друзья, прежде всего хотел бы поддержать выступивших коллег, которые высоко оценили работу, проделанную китайской стороной в ходе председательства Шанхайской организации сотрудничества. Нынешний год особый для всех наших государств. 9 мая в Москве торжественно отмечался юбилей победы в Великой Отечественной войне и разгрома нацистской Германии. А послезавтра в Пекине пройдут масштабные мероприятия, посвященные победе над японским милитаризмом и 80-летию окончания Второй мировой войны. Сокрушить нацизм и милитаризм удалось благодаря сплочению народов многих стран мира. По итогам Второй мировой войны была создана Организация Объединенных Наций, которая в этом году также отмечает 80-летний юбилей. А в ее устав вошли ключевые принципы: верховенство международного права, право наций на самоопределение, суверенного равенства, невмешательство во внутренние дела, уважение независимости и национальных интересов каждого государства. Эти принципы верны и незыблемы по сей день. Именно на них выстраивается и деятельность Шанхайской организации сотрудничества, объединяющей единомышленников, приверженных идеям построения справедливого многополярного миропорядка. К нынешнему заседанию Совета глав государств подготовлен солидный пакет документов. А в главном документе Тяньцзиньской декларации отражены согласованные подходы стран-участниц по насущным вопросам глобальной и региональной повестки дня. Конечно, отмечу и принимаемую сегодня стратегию развития ШОС до 2035 года, которая предопределяет магистральные направления деятельности Шанхайской организации в политике, экономике, безопасности, гуманитарной сфере. Темпы развития сотрудничества в рамках ШОС действительно впечатляют. Например, средний прирост валового внутреннего продукта стран-членов в прошлом году составил более 5%, промышленного производства 4,6%. Поступательно растет и встречная торговля. Все это выше мировых показателей. Во взаиморасчетах все шире используются национальные валюты. Мы выступаем за выпуск совместных облигаций государств-членов, за создание в ШОС собственной платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры, за формирование банка совместных инвестиционных проектов. Все это позволит повысить эффективность наших экономических обменов, обезопасить их от колебаний внешней конъюнктуры. В рамках ШОС последовательно выстраивается разветвленная и конкурентоспособная транспортная инфраструктура. Растут объемы автомобильных, железнодорожных и мультимодальных перевозок. Налажено тесное таможенное взаимодействие. Активно внедряется электронный документооборот. Полным ходом реализуется одобренная нами в прошлом году стратегия энергетического сотрудничества до 2030 года. Принимаемая сегодня в ее развитие профильная дорожная карта нацелена на проведение скоординированной и сбалансированной политики в сфере энергетики на всем пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Как отмечали уже многие коллеги, расширяются связи участников организации в области науки и образования, здравоохранения и окружающей среды, спортивных и молодежных обменов. Успешно работает университет ШОС, объединяющий 77 вузов из наших государств. Регулярно проводятся форумы ректоров университетов, активизируется диалог между студентами, аспирантами и преподавателями. Уважаемые коллеги, наша организация последовательно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов, выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности. И, конечно, ШОС вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества и взаимного доверия на всем Евразийском континенте.
помогая тем самым заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития. Системы, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, была бы подлинно сбалансированной, а значит, не допускала бы попыток одних государств обеспечить свою безопасность за счет безопасности других. Пользуясь случаем, хочу сказать, что таких же подходов российская сторона придерживается и в отношении кризиса вокруг Украины. Напомню в этой связи, что этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом. А затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали. И вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России. Кстати, в результате государственного переворота на Украине в 2014 году было устранено то политическое руководство страны, которое не поддерживало вступление Украины в Североатлантический блок, в НАТО. В этой связи мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса. Отмечу, что понимание, достигнутое на недавней российско-американской встрече в Верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине. В ходе намеченных сегодня и завтра двусторонних встреч я, безусловно, проинформирую коллег более детально и подробно о результатах переговоров на Аляске. Мы, кстати говоря, вчера в ходе обеда, которого наши хозяева устроили для участников наших встреч в рамках ШОС, мы уже с председателем Си Цзиньпинем говорили об этом. Эта работа началась, я его подробно проинформировал о том, что у нас достигнуто в ходе переговоров с президентом Соединенных Штатов. И, конечно, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса, о которых я только что сказала, и о которых говорил неоднократно ранее. Восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности. Разумеется, одной из приоритетных задач ШОС видится поддержание стабильности в странах-участницах и по периметру внешних границ. Россия поддерживает подготовленный к нашему заседанию проект программы противодействия экстремизму до 2030 года и готова включиться в реализацию этого документа. Крайне важным также считаем выносимое на подписание сегодня соглашение об учреждении в Ташкенте универсального центра ШОС, который займется реагированием на весь спектр современных вызовов и угроз, и об открытии в Душанбе отдельного антинаркотического центра. Рассчитываем, что эти центры начнут работу уже в самое ближайшее время. Завершая, хотел бы поблагодарить китайских друзей за весьма результативное заседание глав государств ШОС. Уверен, что вопросы выполнения достигнутых здесь, в Тяньцзине, договоренностей будут предметно рассмотрены на заседании Совета глав правительств ШОС, которое, как условлено, пройдет в ноябре в Москве. Будем рады видеть делегации всех ваших стран, дорогие друзья. Естественно, желаю успеха президенту Киргизии Садыру Нургазиевичу Жапарову и киргизским коллегам, которым после нынешнего саммита переходят функции председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Благодарю вас за внимание.